Спорим, что многие фанаты Need for Speed играли в дилогию Hot Pursuit. Если вам удалось поиграть во вторую часть, а тем более на консоли PlayStation 2, то вы знаете, насколько это была офигенная гоночная аркадка. Гонки, экзотические спорткары, музыкальное сопровождение, полицейские погони, чем-то отдаленно напоминающий Most Wanted. Да, ребята, речь пойдет о моде на эту игру, который был вдохновлен игрой, названной первой. Need for Speed Hot Pursuit Challenges. Это самый настоящий проект долгострой. Мод был в разработке с 2018 года. Мой хороший друг Дима LMFO вместе с ребятами реализовали этот масштабный проект. Именно в 2018 вышел первый трейлер, и за это время произошла куча доработок и изменений. Если вы когда-то видели тот ролик, то вы явно различите ту версию и релизную. Итак, что же такое Hot Pursuit Challenges? Это глобальная модификация, направленная на возвращение некоторых эмоций из игры 2002 года. Была проведена замена текстур, окружения, автомобилей, чтобы игра стала больше походить на Hot Pursuit 2 2002 года. Теперь улицы чем-то напоминают тропический лес и джунгли. Начните новое путешествие традиционных нелегальных гонок. Надо вспомнить классику. Это Рокпорт 2002 года, и это блестящее солнечное место для экстремальной жизни, полное адреналина и риска. Вы можете испытать здесь самые дорогие автомобили из нулевых. Тут есть и Ferrari, и Diablo, и Porsche Carrera, куча различных других автомобилей. Большая часть списка транспортных средств взята из Hot Pursuit 2, но здесь достаточно места для других красавиц, которые заслуживают того, чтобы быть представленными в игре. Модификация из себя представляет 50 новых гонок-испытаний. Выходя из названия, здесь нет никакой карьеры, есть лишь некий глобальный сюжет, который вы можете прочитать на английском в описании перед каждой гонкой, а также в роликах, которые иногда запускаются перед испытаниями. Испытаний опять же много. Кольцевые гонки на выбывание, тайм-триал, спринты, погони с копами, каждая из которых имеет свою цель. В гонках же полиция часто вставляет палки в колеса. Она стала яростнее и сильнее. Заграждение и вертолет с носорогами прямо во время спринта. Что же может быть еще круче? Копы имеют 3 уровня погони, но каждый из них намного опаснее оригинальных копов из Most Wanted. Их всегда много, подкрепления довольно часто, и они спокойно зажимают тебя в угол. Также одной из значительных деталей гонок является разнообразие маршрутов. Это встречается не всегда, но иногда есть возможность поехать другим маршрутом в отличие от своих соперников. Иногда это может дать серьезное преимущество и глобально сократить гонку, а иногда наоборот привести к проигрышу. Здесь нет никакого тюнинга, однако все испытания разделены на 4 этапа. Цель стать самым крутым игроком и попасть в финальное испытание The Grand Marathon. Все это время нам будет помогать фиксер Томми через ролики вступления. Он будет реагировать на успех игрока и открывать доступ к новому классу автомобилей. Классов всего 5, 4 по возрастающей, от самых медленных до самых дорогих суперкаров, а 5 класс — реальные гоночные тачки. Помимо этого, при игре надо быть очень осторожным, мод явно не для новичков. Тут сложность выше, чем в оригинальном Most Wanted, плюс к этому машины имеют здоровье. Если вы часто в гонке будете врезаться в заграждение или в копов, то рано или поздно ваша машина просто разобьется и придется начинать все сначала. Как я знаю, Диме уже начали жаловаться на сложность, поэтому со следующим апдейтом он обещает сделать выбор сложности. Еще к изменениям я добавлю то, что саундтрек в игре полностью изменен. Здесь есть оригинальные треки из Hot Pursuit 2, треки, подходящие под атмосферу, и один трек, специально написанный для модификации. Также хочется отметить интерфейс и HUD всего мода. Карта полностью перерисована, HUD и многие значки также были изменены с нуля. Работа со шрифтами выполнена на высшем уровне. Мне, как графическому дизайнеру, это очень приятно глазу. Модификация мне очень понравилась, однако баги все так же присутствуют и не исключены различные вылеты, которые с апдейтом, вероятно, смогут и решить. Стоит понимать, что это вам не серия GTA, где есть полноценный инструментарий для модификаций. Это серия Need for Speed, где все такие модификации работают обходными путями и различными костылями. Итак, как же поиграть в этот сборник? Первым делом нам нужна чистая игра версии 1.3. Версия от механиков вполне подойдет. Устанавливать обязательно на английском языке. Да, и игра и мод на английском языке даже не стоит пытаться русифицировать. Таким образом вы потеряете львиную кучу контента, а также вероятно различные баги, вылеты и все такое. Поэтому играйте чисто на английском и не парьтесь. После установки чистой игры заходим на сайт, ссылка на который будет в описании.
Нажимаем на эту кнопку и скачиваем сам мод. Весит он прилично, но что вы хотели, это все-таки глобальная модификация. Заранее скажу, что тут нет никаких вирусов и ссылка чистая. Антивирус может ругаться из-за того, что это стороннее ПО. Но не переживайте, за чистоту всех файлов я отвечаю своей репутацией. После того, как архив скачался, извлекаем его в удобное для вас место. Я скачал и извлек сразу в корневую папку с игрой. Запускаем Hot Pursuit Challenges Setup. Нажимаем далее, далее, далее и доходим до этого меню. Поставив галочку на первом пункте, вы сможете установить мод для компьютеров с более слабой конфигурацией. Если ваше железо слабенькое, то советую ставить. Второй пункт отвечает за музыку и вспышки света. Если вы стример или у вас неприязнь к световым бликам, ставьте вторую галку. Указывайте место, куда вы хотите установить мод, я указываю папку с самой игрой. Нажимаем сюда для создания иконки на рабочий стол и запускаем лаунчер. В самом лаунчере две кнопки. Одна отвечает за настройки, другая за саму игру, то есть вы запускаете ее так. Настоятельно советую зайти в настройки лаунчера перед первым запуском. Лаунчер автоматически может поставить некоторые параметры на минимальные. У меня, к примеру, новые текстуры были на низком уровне, позже я их поменял на более высокие и сразу получил новые ощущения от игры. Думаю, вы разберетесь тут и без меня. Если игра крашится на стартовом экране или из-за музыки, то возвращайтесь на сайт, жмите сюда и файлы из архива кидайте в папку с игрой, подтверждая замену. Также у вас может произойти вот такой баг. Это ошибка текст-мода, и чтобы его исправить, просто сверните и разверните игру. Если это не помогло, то просто перезапустите и все будет в порядке. Если у вас какой-то другой баг или вылет, напишите об этом в Дискорде LMFO. Все последующие обновления для мода также будут на этом сайте. Первый запуск модификации довольно долгий, поэтому не переживайте, так и должно быть. Вот и все, наслаждайтесь игрой. Мне было приятно поиграть в данную модификацию. Я знаю, что многие любят Need for Speed из первого поколения, и я думаю, многим понравится видеть реализацию одной из игр того поколения в другой популярной части. Работа выполнена просто колоссальная, я очень рад, что ребята не бросили свое дело и довели его до конца. 3 года работы все-таки дают о себе знать, поэтому, пацаны, у меня к вам просьба. Надо распространить мод среди СНГ. К примеру, я вот написал комментарий Булкину с просьбой оценить мод, вдруг повезет, он сделает ролик, не знаю. Вот, а и так, всем спасибо за просмотр, качайте, оставляйте отзывы, Дима, вероятно, ответит на некоторые вопросы в комментариях, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.